Ребята, всем привет в это субботнее утро. Блин, мы в Германии сами. Очередная у меня проблема. Я загружен 8 машинами. Вот эти машины Volkswagen я первый раз вижу. Ну, точнее, первый раз их вижу. Это именно модель. Это новая модель. И она называется, сейчас я вам скажу как. Она называется, Taygo. Taygo, видите? Опа. Вот это у меня здесь подсвечивается вот эта вот полосочка. И, по-моему, у меня один всего лишь... Да, вот один тирок. Друзья, но суть не в этом. У меня пропали габаритные огни на прицепе. Не могу понять, в чем проблема, в чем дело. То есть, я с утра включил свет и смотрю, что у меня загорелись только габаритные огни, рожки, все загорелось только на тягаче. На прицепе вообще ноль, полностью ноль, ничего. Но главное, что работают стопы. Стопы работают, и поворотники работают, и задний ход также работает. Но не работает именно габаритный огонь. Я залез под машину, пошевелил розеточку. Ничего не происходит, только испачкался. Не знаю, что делать. Я написал уже на сервис. Это уже будет 5-й сервис за мою всю каденцию. За почти 6 недель это 5-й сервис. Вы представляете? Ну, это прям ужас какой-то. Где-то пропадает электричество, куда-то оно уходит. Непонятно. Предохранители целые. Все проверил, все хорошо. Но почему не горит свет? Кто знает? Ребята, пока что я сам даже не знаю. Сегодня суббота, и навряд ли кто мне даст сегодня сервис, поэтому посмотрим. Так что у вас есть прямо вот сейчас моментик, напишите в комментариях, что вы думаете, в чем может быть проблема. Пускай для вас будет также сюрпризом, что в чем же окажется проблема, и найдем мы эту проблему или нет вообще, в принципе. А пока мы сейчас достаиваем 45-очку и выдвигаемся. Выгрузка у меня в районе Касселя. В районе Касселя у нас, к сожалению, сервисов нет. Самый хороший толковый сервис, по моему мнению, это будет Ганновер. Но Ганновер у меня никак не по пути. Заезжать туда не вариант. Меня уже успели обогнать баги. Вопросов не было, ничего мне не сказали, не поморгали, не просигналили, не показали пальцем. Там типа, дурак, куда ты едешь, у тебя ничего не горит. Ничего. Кстати, сегодня с утра на загрузке подошел парень, в Хигельмане работает. Говорит, привет, это ты с Ютуба, да? Я говорю, да. В общем, приятно, когда вы узнаете. Молодцы, ребята, так держать. Крепко ставлю палец вверх за вас. Вот. Еще были предложения, я уже в Инстаграме опубликовал эту запись. Предложения были, что включить или на Тироке, или на Тайго, а можно и на 2 машинах одновременно включить габариты, чтобы я ехал с вот этими вот огнями, да? Это было бы, конечно, прикольно. Ну, уже как бы сейчас светло, в принципе, но погода фигово, видите, да? Немножко так моросит. Ну ничего, что делать? Будем ехать. У нас на выходных ожидается 24 часа паузы, но я думаю, выйдет там почти 45-ка, скорее всего. Смотря докуда мы с вами сегодня доедем. Конечно, было бы круто доехать максимально поближе к выгрузке, заехать на автохов, отстоять там выходные, хорошо провести время, возможно, встретиться с коллегами какими-то с моей фирмы. Было бы очень все круто. Хорошо, друзья, все, мы выдвигаемся. Как же меня достали эти сервисы? Вы просто не представляете, с машины постоянно какие-то неприятности. Вроде бы, да, хорошая машина, хорошая уже стоит резина, установка смазана, просто все круто. Балдежненько, работай, только Андрей, работай, давай. Делай километраж, перевози автомобили. Работай в удовольствие, да, так в ударном темпе. Но вы видите, какая ситуация, а? То одно, то другое, вот. Задний габаритный фонарь прицепа неисправен. Почему неисправен? Да я не знаю, почему неисправен. Наверное, потому что я еще не пристегнулся, друзья. Ну как я так мог, а? Поехал и не пристегнулся. Еще навигация это что-то подсказывает. А нам 221 километр до выгрузки. Но выгружаться буду я в понедельник. Благо, что это у меня уже крайняя неделя будет. То есть вот сегодня суббота, выходной у меня воскресенье будет. И половина субботы, конечно же, да. Потом мы начинаем работать понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота половина дня, где-то так, я думаю, плюс-минус. А может быть даже и меньше, а может быть и больше. Посмотрим по ситуации, еще не знаю. И мы будем собираться ехать домой. Наконец-таки, каденция заканчивается. 6 недель, друзья, 6 недель усердной работы. Видели? Я почти не прохлаждался, кроме того, как я на сервисах балдел. Ну, а что поделаешь? Вот, друзья, так что... А домой я поеду всего лишь на 2 недели. 2 недели – это хороший отдых. Можно было бы и побольше, можно было и 3, и 4. Но у меня есть, так сказать, небольшие планы. Планы на апрель. Вот, поэтому я хочу немножко сейчас дома побыть чуть-чуть, потом поехать
на 1 или 2 каденции прям непрерывно, ну, с перерывом в неделю в Каунасе, да, вот, подсобрать денежек, и в апреле уже кое-что начнется в моей жизни другое. Так что будем ехать работать. Смотрите-ка, да, какая у нас тут погодка. Ой, какая погодка, мразь просто. 6 градусов. 6 градусов плюса. Нет даже смысла мыть окна и зеркала, потому что просто вот проехавшие 100 километров у тебя одна и та же самая ситуация. Ой-ой-ой-ой, как же неприятно, ребята. Двигаемся в сторону Оснабрюга. Развязочка у нас здесь на 30-ю дорогу спускаться будем. Наконец-таки этот голландец улетел в сторону, блин, так он не мешался. Едет 80 километров своих. Так, вот, уходим на Оснабрюг. На 30-ю дорогу. Да чё, левее, правее, уже навигатор с ума сходит. Видимо, он тоже устал работать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эти карманчики специальные, ребята. То ли они не для габаритов, то ли не для таких ребят, которые провинились и их полиция сводит. Кто знает, пишите в комментариях. Но, скорее всего, мне кажется, не габариты, да, смотрите. То есть вот прям все как надо для негабаритов. Тут они чик-чик-чик по большому радиусу и будут выходить, заходить в поворотики. Но кто в курсе, у кого есть прям инфа 100%, дайте знать. Вот впереди у меня очередной паренек, который не хочет, блин, ехать. Так он активно ехал, и у него что-то случилось. Непонятно что. Он уезжает вправо, наконец-таки. Ну, километра 4 мы уже точно ездим вот с такой скоростью. 80, блин. Ой-ой-ой. Ну вот он наконец-таки ушел с нас в пути с нашего Mercedes-Benz. Все, мы одни здесь на трассе, никого нет. Вот было бы так в будние дни. Едешь, никого по автобану нету, ты один. Красота. Просто красота. На улице 6 градусов, да. Дома вообще, знаете, как много снега наметает? Просто капец. Я уже жду не дождусь, когда я приеду на своей Audi, немножко хотя бы почувствую, что Quattro... Есть большое преимущество у Quattro, значит, на снегу. Резина у меня там вроде неплохая стоит. Ох, покататься по сугробикам-то. Блин, красота. А то в Европе Quattro кто имеет? И куда она не ездит, когда у тебя Quattro? Зачем? Ну, даже снега, грязи нет, везде асфальт, везде все красиво. Надо в Беларусь ехать, вот там почувствуешь, как это круто. Кстати, в отпуске хочу, знаете, сгонять в Силичи, покататься или на сноуборде, или на лыжах, на этих горных. Я вообще, правда, ни на том, ни на другом вообще не умею. Ну, как на лыжах так, чуть-чуть, по прямой, как в школе, знаете. Вот. О, Блантана стоит. Бля, прям вот встал и прям писает. Представляете, друзья? Прям вот стоит и писает на автобане, в кармане. Ну, а что поделаешь? Ну, захотел их. Не дотерпел до леснички какой-нибудь. Вот так вот, прямо вот так в кармашек остановился, пописал и дальше поехал. Так вот, про лыжи. На лыжах вообще стоять толком не умею. Да и на сноуборде тоже. Так, на скейтборде еще может прокатиться. Ну, в общем, ладно. Попробуем все-таки это. Нужно попробовать. Потому что смотрится визуально вообще классно, красиво. А вот именно покататься бы вообще было бы бомба. Так что, может быть, выложу это на канал, как я катаюсь. Так что, если вам интересно, как я поехал в Силичи с горочки покататься, если, конечно, снег не растает, то обязательно напишите в комментариях, что вам интересна эта тема, чтобы я ее выложил, как я отдыхаю, как я провожу свой отпуск.
думаете? О, какая-то гоночная тачка в коробочке запакованная. Так. Что, остановимся в елочку и будем выходные Продолжайте ехать ждать. по дороге 9 километров. Будем ждать завершения уикенда. Так, вот там наш коллега есть, мой точнее. Сейчас попробовать туда проехать. Может быть, там есть место. Было бы здорово, конечно, рядом с коллегой встать. Продолжайте ехать по дороге Но, 9 по-моему, километров. мест нет. Если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Мест нет. Продолжайте ехать по дороге 9 километров. А если мест нет, то это не очень хорошо, конечно. Пам-пам-пам-пам-пам. Да. С местами полная задница. Ладно, что, будем тогда стоять под хвостами. Что делать? Будем стоять под хвостом. Вариантов других у меня нет. Ехать дальше тоже не хочу. Буду под хвостом стоять. Так. Блин, зеркало что-то раньше не включил обогрев, так знаете. Сейчас зеркало мокрое, нифига в него не видно толком. Как бы хотелось, чтобы это было. Так. Ну что, друзья, в принципе, на сегодня мы уже отработали. Всего лишь мы проехали с вами это 300 километров из Эмдена до чего? Почти до Касселя. Там нам 37 километров остается до выгрузки. Будем делать паузу. 45 не выйдет, но 30 с копейками точно будет. Даже может там выйдет 40, не знаю, 42. Еще надо будет посчитать, перекинуть туда-сюда. Все, сейчас еще запишем, во сколько мы закрываем страну. Так, точки, страна завершения, Германия. Все. Оп, Германия, 12:08. Запишемся, 12:08. Значит, мы можем ехать в понедельник в 9 утра, это у нас будет 45. Но нам как бы по сути 45-то не нужно, поэтому не будем делать, да и все. Потому что на следующей неделе все равно домой. На следующей неделе нужна мне 45-ка, но нет. Наверное, мы не будем. Лучше поедем и раньше с утреца выгрузимся. А может быть и нет. А может быть и достоим. Может, если заказов нет, загрузки нет, то почему бы нам не сделать лишнюю 45-ку? Лишняя 45-ка вообще никогда не бывает. Понимаете? Так, вот мы 12:08. Текс. Все, записали, закрыли, что в Германии. Ну, напишу, что 45 стоит. А там будет видно. Так, парни, планы какие у нас на выходные? Да, в принципе, никаких. Чё? Смонтировать видео очередное. Вот, в следующей неделе, чтобы вам выложить что-то было интересненькое. И убраться в машине нужно. В кабине будет полностью убраться, навести порядки. Чтобы легче было потом с уборкой в субботу в следующую, когда уже буду сам меняться, то чтобы легче было тоже убираться. Да, в принципе, и так каждые выходные убираюсь, но тут надо тоже опять убраться. Может быть, что-то сложить из вещей, хотя что рано собирать за неделю тоже не очень удобно. Вдруг понадобится что-то, потому что постоянно что-то нужно будет, вот, которое ты вообще никогда не пользуешься, но в последний момент оно тебе оказывается нужным, очень сильно нужным. Вот, коллега стоит загруженный пассатами, у него 8 пассатов, комбинация такая тоже интересная. 2 козления использованы у него, видите, на тягаче и на прицепе. На прицепе подкозлена машинка и на тягаче. Хорошо, что я не грузился в этом верке, в этом заводе Volkswagen. Это такое место, там такой контроль, прям жесткий контроль. Они все смотрят, чтобы тебе побыстрее ехать по дороге 9 нагнуть. километров. Так, сейчас я заодно вам еще расскажу про планшет. Парень один спросил в комментариях, расскажи про программу, в какой работаете и все такое. Сейчас я вам покажу. У нас есть 2 программы, которыми мы пользуемся, так сказать, постоянно. Это программа Sigic Track, это навигационная программа, и Log Tracker, да. Начнем с Log Tracker, да. Log Tracker, здесь, видите, сообщение, да. Мне приходит здесь сообщение от фирмы, то есть что, как, почему, какие планы, какие новости. Пришел экобалл, и у меня 9.46 за эту неделю.
слабовато у меня почему-то вышло. Что у меня вышло так слабо? Предвидение дороги 9,5, торможение 9,3. Накат офигенный, 14,2 у меня. Накат хороший, как бы по сравнению с другими. Так. Ну ладно, расход большой. Задания, да? Как приходит нам задание? Вот они в таком порядочке выскакивают от фирмы. Есть задание, да, вот какое задание. И нажимаем скрепочку, и здесь мы еще видим дополнение. То есть адрес, комментарий, что-то если оставят. Дата выгрузки вот стоит на 24. Время не указано. Приступить к выполнению задания. Видите, я могу, то есть, смотрите, отметить задание как выполненное, могу добавить заметку, могу навигацию открыть, могу отметить прибытие. Если нажму отметить прибытие, то уже логист будет знать, что я уже прибыл. Вот. Ну а так я нажимаю, например, чтобы поехать к этому месту, нажимаю навигация маршрута и начинает прокладку Сиджик. Вот видите, все, включается навигация, показывает расстояние. Удобен этот навигатор удобен, конечно, если менеджер хочет вам изменить маршрут, то есть поставить с определенной точки, то он может это сюда вложить в эту программу. И это когда я запущу именно навигацию через программу, то будут уже точки стоять. В принципе, программа простая. Сканировать документы тоже можно в этой все программе. Выбираем документ, хоп, там сканировать камерой, все без проблем. Чтобы еще вам показать. Например, вот какой документ я отправлял, почему-то недоступен. Должен быть доступен. Но почему-то черный экран. Может быть, что-то не загрузилось. И автопроисшествие. Здесь тоже можно регистрацию новых событий, но здесь мы такое не заполняем. Слава богу, что все спокойно. Ну, как-то так.